Всем привет! С вами Кайф Патруль, и сегодня мы прибыли на место Хейдес, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф. Так что задержимся до выяснения обстоятельств. А вы знали, что руководителем и сценаристом этой игры является Григорий, рожденный в СССР? И что в конце игры мать протагониста переберется в царство мертвых, а лечиться от отравления надо брагой из мандрагоры. Об этом и многом другом расскажу далее. В этом году обещают ранний доступ Hades 2, а значит самое время вспомнить или познакомиться с оригиналом. Итак, перед нами рогалик, получивший награды BAFTA и Nebula, и первый среди игр, получивший за сценарий премию Хьюго. О самих наградах рассказывать не буду, но это показывает, что в игре есть на что посмотреть. Поговорим о сюжете. Да-да, он тут есть, а вы как хотели. Это был первый пройденный мною рогалик, потому что многие из-за отсутствия внятного повествования быстро становились скучными. Скука. Нет. Скука. Скука. Чтобы говорить о сюжете, начнем с предыстории. Берите покушать, попить, блокнот с ручкой и погнали. Начнем с того, что со слов самого Грега, он же Григорий Касавин, главным героем должен был стать Тесей, сын Посейдона. В основу сюжета был положен миф о лабиринте Минотавра, из которого герою и предстояло сбежать. Однако от этого варианта вскоре отказались, так как Тесей абсолютно стандартный персонаж, легендарная биография которого известна каждому, кто знаком с мифологией Древней Греции. Касавину хотелось создать уникальную историю в античном сеттинге, и на эту роль взяли Загрея, младшего бога, о котором неизвестно почти ничего. Вполне возможно, что в основу сюжета легла легенда о Сизифе, которого мы встречаем в игре. Для тех, кто не в курсе, перед смертью монарх попросил жену не приходить на его могилу, не класть туда цветов и не совершать погребальные обряды. Такое вопиющее неуважение к покойному и богам возмутило Аида, и тогда хитрец отпросился из царства мертвых, чтобы якобы наказать свою нехорошую супругу. Сизифу удается еще несколько лет кайфовать у себя дома, пока Аид не смиряется со списком покойников и не узнает, что одного не хватает. Тогда он высылает за монархом Фурий. Врунишку возвращают в подземный мир, а в качестве наказания за грехи бог мертвых приговаривает Сизифа к бессрочной каторге, катить на гору камень, который никогда не достигнет вершины. Отсюда и выражение Сизифов труд, означающее тяжелую, бесконечную, безрезультатную работу и муки. Во время игры мы сначала посетим Тартар, Асфодель и Элизиум, а затем идет Стикс, и вот тут от канона решили отойти. Согласно мифологии, Тартар был удален от царства мертвых так же далеко, как небеса от земли, да и отбывали свою вышку там только титаны, великаны и циклопы. Асфодель же в свою очередь был для обычных людей, особо в жизни не грешивших, а вот Элизиум, он же поля Енисея, были для приблотненных, мыслителей, героев и прочих видных деятелей, тогда как в Стиксе в вечных мучениях содержались грешники. Причем тут настолько отошли от канона, что первые три мира за вами гоняются и грешники, и герои, а в Стиксе за вами гоняются только крысы да скоморохи, которые вас отравляют, и лечиться тут приходится той самой брагой. За информацией пришлось сгонять в интернет за вас. Очень помогла одна статья, ссылку на нее я оставлю в описании. Итак, мы играем за Атрея, наш вечно недовольный батя-бог постоянно ворчит. Так, стоп, ошибочка вышла. Мы играем за Загрея с точно таким же батей. Ох уж эти отцы и дети. Игра стартует с того, что протагонист узнает, что настоящая его мать не Никта, а Персифона, и он хочет найти ее и узнать, почему она его бросила. Давайте сразу отметим то, что бросается в глаза, а именно стилистику и дизайн. И саунд-дизайн тут такой же. Вы спросите, как же в рогалике двигают сюжет? И тут ребята из Supergiant Games воспользовались опытом из своих прошлых игр, а точнее наработкой из Spire, где сюжет двигался вне зависимости от того, выиграли ли вы битву, либо проиграли. Так вот, тут ваши смерти, являющиеся неотъемлемой частью этого жанра, двигают сюжет. Все персонажи реагируют на ваши достижения, докуда вы прошли и где и кем вы были убиты. И со всеми NPC можно не только общаться, но и дарить им подарки. Зачем? Чтобы развивать с ними отношения, получать от них как новые диалоги, так и разные плюшки для забегов.
Подготовка начинается со своей комнаты, в которой вы можете прокачать своего персонажа за несгораемые ресурсы. Причем количество пунктов прокачки вы будете увеличивать по ходу игры. Что же по оружию? Пушек тут 6, и вы будете открывать их постепенно. Они все разные, имеют разные атаки, мувсет и радиус поражения. Чтобы вы не бегали с одной и той же, на одной из них появляется свечение, говорящее о том, что с этой пушкой будет бонус к валюте прокачки героя. Арсенал также можно прокачивать. После первого прохождения, на котором история не заканчивается, вам открывается возможность включить модификаторы сложности, повышающие челлендж, и тем, кто не понимает, а зачем мне бегать еще сложнее. Там, где вы получили бонус боссов, его уже не получить вновь на той же сложности. Так что эти механики работают в тандеме, а не каждая по отдельности. Помимо прокачки оружия героя, дабы разнообразить забег, вам попадаются рандомные бонусы от населения Олимпа, которые также прокачиваются, но только в рамках одного забега. И думаете, на этом все? Нет. Тут еще можно встретить дары Дедала. Он персонаж древнегреческой мифологии, выдающийся художник и инженер, считавшийся изобретателем разных инструментов, а также построивший Кносский лабиринт на острове Крит. Он же лабиринт Минотавра. Как понятно из описания, этот парень может в рамках забега изменить ваше оружие. Например, моя любимая комбинация – это копье и 2 улучшения от Дедала, как замена усиленного удара на скоростной, где вы можете зажать кнопку атаки и быстро наносить шквал ударов, и замена одиночного удара на тройной. И оба этих апгрейда работают вместе, превращая вас в машину для аннигиляции всего сущего. Вам также будет попадаться Харон, продающий улучшения. Вы будете бежать по уровням с рандомной наградой, такой как дары богов Олимпа, деньги, ресурсы, улучшение тех самых даров, битв с боссами и мини-боссами, дары Дедала. На этих локациях также могут стоять сундуки Аида, в которых могут быть хилки или ресурсы, но чтобы их открыть, придется за это сразиться, либо убив всех, либо выжив в течение какого-то времени. Также на одном уровне может быть сразу 2 дара разных богов. После того, как вы выберете бонус, второй олимпиец на вас обидится, нашлет врагов и сам будет вас атаковать. Когда вы победите, он успокоится и отдаст вам свой дар. И вы можете встретить своего друга, Смерть, и посоревноваться с ним в убийствах. Если вы его обгоните по фрагам, он даст вам бонус лично от себя. Первым встреченным вами боссом будет одна из фурий. После победы над ней в другом забеге может быть уже другая, имеющая иной мувсет. Чтобы вы не расслаблялись, но это единственный босс, который меняется. Вторым боссом будет скелет Лернейской гидры. Вполне обычный босс, когда разбираешься, что и как. В 3-й раз по законам Мидзаки вам подсовывают парных боссов, и я вам скажу, что 2 из божественной кожи проще, чем Тесей и Астерий. И эти 2 гада могут дать вам прикурить. Они отлично дополняют друг друга, поэтому нередко... 4-й босс вас удивит, ведь хранителя храма Стикс – это Цербер. Но так как вы с ним друзья, драться с ним не придется, его надо будет накормить, найдя и убив мини-босса. И, наконец, финальным боссом для вас будет сам Аид. Пришел, увидел, закурил. Он проверяет, чему вы научились в игре. Бой с ним действительно сложный, да и снести здоровье нужно 2 подряд. И, естественно... И если вам кажется, что боссов мало, то тут есть комнаты с мини-боссами, к которым вы можете зайти, так что нет ощущения, что вас обделили. Пройдя все миры и встретив Персефону, свою мать, вы узнаете, что Загрей родился мертвым, и не выдержав этого горя, она покинула царство мертвых. А Никта потом оживила нашего протагониста, но из-за этого ему не место в царстве живых, из-за чего он умирает, попав снова домой. Пройдя так энное количество раз, Загрей сможет уговорить Персефону вернуться домой, и даже в честь этого устроит пир с богами Олимпа. Вот так бывает, что в Рогалике есть сюжет, и он интересный. Как я считаю, всем любителям жанра точно понравится. А всем остальным, если вас зацепил визуал или мой рассказ, рекомендую к ознакомлению. А как вам эта игра? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и увидимся в новых видео.